Дорогие друзья, всем большой-большой привет! В этом видео мы будем вязать узор вот к такой летней кофточке или футболке. Нашла я ее в Pinterest. С этим узором справится даже самый начинающий любитель вязания. И притом узор выглядит великолепно, эффектно и богато. И привлекает внимание. Если вам узор понравился, оставайтесь на канале, только не забудьте подписаться и поставить лайк. Перед вами схема узора. На схеме указаны только лицевые ряды, это видно по нумерации. Изнаночные ряды вяжутся по рисунку, то есть вяжем ту петлю, которую видим. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. За исключением петель платочной вязки. Они обозначены крестиками зеленого цвета. Петли платочной вязки во всех рядах и в лицевых, и в изнаночных вяжем лицевыми петлями. А можно их вязать и изнаночными петлями во всех рядах. Так будет даже удобнее. К этой схеме имеются особые указания. В начале 1, 5 и 9 рядов вместо 3 петель вместе с центральной лицевой, которые указаны в схеме, мы вяжем 2 петли вместе с наклоном влево, а все остальные раппорты провязываем так, как указано в схеме, с 3 петлями вместе с центральной лицевой в начале раппортов. Это изменение касается того, что вот здесь, в этой конструкции, не хватает накида для того, чтобы провязать 3 петли вместе и чтобы узор соответствовал схеме, как вот здесь. Что касается петли для симметрии, она здесь тоже указана. В первом, пятом и 9 рядах это 2 петли вместе с наклоном вправо. В 3-м, 7 рядах это лицевая петля. Вот здесь также это лицевая петля, а вот в этих рядах петля для симметрии – это петля платочной вязкой. Итак, для того, чтобы набрать петли, необходимое их число, нужно набрать по 18 петель. Столько раз, сколько это необходимо, так как раппорт узора состоит из 18 петель. Мы набираем 18, 18, 18, 18 и так далее. Плюс добавляем 2 кромочные петли. Плюс добавляем 1 петлю для симметрии. Для образца я наберу 39 петель. Это 2 раппорта по 18 петель, 36 петель. Плюс 1 для симметрии 37 петель и 2 петли кромочные 39 петель. И свяжу подготовительный нулевой ряд изнаночными петлями. Итак, я набрала на спице 39 петель. Это 2 раппорта по 18 петель, плюс 2 петли кромочные и 1 петля для симметрии. И провязала один изнаночный ряд изнаночными петлями, для того, чтобы перейти на лицевую сторону работы. Вот и такая красивая косичка кромочная. Вяжем первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда вместо 3 петель вместе, одной лицевой с центральной сверху, они у меня обозначены цифрой 3, провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Для этого 2 петли провязываем вместе, одной лицевой за задние стенки.
Далее накид, 1 изнаночная петля. Изнаночные петли я обозначила желтым цветом для наглядности. Далее 2 петли с наклоном влево, 2 петли вместе за задние стенки, 1 лицевой петлей, 4 лицевые петли, я вяжу бабушкиным способом вязания. Далее накид, 1 петля платочной вязки. Петли платочной вязки я обозначила крестиками зеленого цвета. Я их вяжу во всех рядах изнаночными петлями. Далее накид, 4 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо. Так как я вяжу бабушкиными петлями, мне сначала их нужно развернуть. Для этого я по очереди переснимаю их на правую спицу, подхватывая сзади работы слева направо за заднюю стенку. Затем переснимаю их обратно на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Далее 1 изнаночная петля и накид. Все, первый раппорт узора мы провязали. Начинаем вязать второй раппорт. 3 петли вместе, 1 лицевой с центральной петлей сверху. Для этого переснимаем на правую спицу первую петлю и вторую петлю. Затем правую спицу сзади работы вводим за заднюю стенку второй петли, то есть первой петли, и спускаем первую и вторую петлю с правой спицы. И теперь одеваем на левую спицу сначала первую петлю, а потом вторую. И провязываем 3 петли вместе, 1 лицевой за задние стенки. Вот такая красивая косичка должна получиться. Далее накид, 1 изнаночная петля, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе провязываем за задние стенки, 4 лицевые петли, 1 петля платочной вязки. Я вяжу их изнаночными петлями во всех рядах, и в лицевых, и изнаночных. Накид, 4 лицевые петли, 2 петли вместе с наклоном вправо. Так как я вяжу бабушкиным способом вязания, сначала я их разворачиваю, переснимая на правую спицу, подхватывая их слева направо за задние стенки. Возвращаю на левую спицу и провязываю теперь 2 вместе за передние стенки.
одной лицевой петлей с наклоном вправо, 1 изнаночная петля, накид. Все, мы провязали петли второго раппорта. У нас остается на спице 3 петли. Крайняя петля — это кромочная петля, а эти петли — это петля для симметрии. Они провязываются 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Переснимаем их на правую спицу, подхватывая слева направо за задние стенки, возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе, одной лицевой за передние стенки. И кромочная петля, изнаночная бабушкина. У нас получается симметричный узор. У нас в начале ряда было провязано 2 петли вместе с наклоном влево, а в конце ряда перед кромочной 2 петли вместе с наклоном вправо. Все симметрично и красиво. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Вяжем изнаночный ряд по узору, как смотрят петли. Кроме петель, платочные вязки. Их во всех рядах, вот они зеленого цвета крестики, провязываем изнаночными петлями. Итак, изнаночный ряд второй. Кромочную петлю снимаем. Далее видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную петлю. Накид у нас был. Провязываем накиды в изнаночных рядах изнаночными петлями. Далее по рисунку идет лицевая петля. Вяжем лицевую петлю. Далее идет изнаночная петля. Вяжем изнаночную петлю. Еще вот эти петли были лицевыми. Вяжем их в изнаночном ряду изнаночными петлями по рисунку. Вот они, изнаночные петли. Вторая, третья и 4. Дальше у нас был накид. Провязываем его изнаночной петлей. Все накиды провязываем в изнаночных рядах изнаночными петлями. Далее у нас была 1 петля платочной вязки. Во всех рядах мы ее провязываем изнаночной бабушкиной петлей. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее у нас были лицевые петли в лицевом ряду. Здесь они у нас выглядят как изнаночные петли. 4 изнаночные петли. Провязываем их изнаночными петлями. Провязывали мы вот здесь вот 2 петли вместе лицевой в изнаночном ряду. Она выглядит как изнаночная петля. Вот она выглядит как провязываем ее изнаночной петлей. Дальше у нас была изнаночная петля в лицевом ряду, то есть да. А вот здесь у нас лицевая петля, выглядит как лицевая петля. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее у нас было 3 вместе лицевой в изнаночном ряду. Это изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей. И так вяжем до конца ряда. Если петля выглядит как лицевая,
Вяжем ее лицевой петлей. Если петля выглядит как изнаночная, вяжем ее изнаночной петлей. И так далее. Продолжаем вязать изнаночный ряд по рисунку, как смотрят петли. Накиды провязываем изнаночными петлями. Лицевая, если выглядит петля как лицевая, вяжем лицевую петлю. Накиды изнаночными петлями. Вот здесь немножечко не так. У нас здесь была петля платочной вязки между накидами. Провязываем ее, вот эту петлю, во всех рядах изнаночными. Ошибаться здесь не нужно. Дальше накид изнаночной петлей. Дальше петли выглядят как изнаночные. 4 изнаночные петли провязываем. Еще одна изнаночная петля. Это были петли, которые мы провязывали вместе. Лицевая петля. Если петля выглядит как лицевая, провязываем лицевую петлю. Накид провязываем изнаночной петлей. И вот эта петля выглядит как изнаночная петля. Провязываем ее изнаночной петлей. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали второй изнаночный ряд. Переворачиваем работу на лицевую сторону. И продолжаем вязать по схеме. Далее вяжем по схеме самостоятельно. Это вам не предоставит никаких затруднений, так как я рассказала, как провязываются все обозначения данной схемы. И рассказала про нюансы провязывания первого ряда, 5 и 9. С 13 ряда по 24 узор повторяется в шахматном порядке. Надеюсь, вам узор понравился. Вы свяжете много красивых изделий себе или порадуете своих близких. На этом у меня все. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек, вяжите с удовольствием и всем хорошего настроения. Кто не подписался еще на канал, подпишитесь. Здесь еще будет много интересного. И не забудьте поставить лайки этому видео. Всем пока-пока.